Зеленский извиняется, Трамп меняет мнение, катастрофу в Северном море и срочный саммит мировых лидеров. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Трамп меняет тон. У Путина тоже нет ни одного козыря. Чем президент США теперь угрожает Путину? Новые рейтинги в торговле оружием. Беларусь вылетает, США захватывает континент. Прорыв в изучении эпилепсии. Новые спасенные жизни. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Украинские силы обороны перешли в контратаку в районе Покровска, выбивая оккупантов из ключевых населенных пунктов, таких как Песчаное, Удачное и Шевченко. Российские войска, ослабленные атаками украинских дронов, теряют контроль над важной магистралью, пишет об этом британская разведка в сети X. На других участках фронта активность россиян заметно снизилась по сравнению с концом 24-го, началом 25-го года. Возможности для украинских контрнаступлений расширились благодаря сокращению количества наземных наступательных операций, проводимых Россией. В то же время в Курской области армия России пытается давить на украинские подразделения со всех сторон, но те уверенно держат оборону на территории около 300 квадратных километров. Учитывая то, что накануне российским силам удалось якобы прорвать границу с Украиной в Сумской области, могут ли они развить свой успех? Спросили об этом у военного аналитика Яна Матвеева. Как только украинские военные выходят из Курской области, то вот эта группировка российская, собственно, группировка Курск, в районе 50 тысяч человек, может быть, чуть меньше, она стоит перед вопросом, ей дальше наступать в Сумскую область, куда-то атаковать или, например, перемещаться на украинский фронт. Тут, знаете, кто первый сдастся. Потому что, с одной стороны, обе группировки можно просто переправить на украинский фронт и дальше воевать там. С другой стороны, вот вы принимаете решение, одна из сторон принимает решение, что нужно эту группировку увозить. Увозят ее, а противник свою не увозит. Соответственно, он оказывается перед открытым пространством и может снова атаковать. Допустим, украинская армия снова может атаковать, если уедет российская группировка. Или наоборот, украинская группировка уезжает, российская может атаковать в сторону Сум. Понятно, что Путин не заявлял, что он собирается забирать себе Сумскую область. Но впереди переговоры. Президент США забирает козыри у всех, с кем контактирует. Дональд Трамп, ранее заявлявший о преимуществах России в переговорах с Украиной, говорил, что у Украины нет ни одного козыря, неожиданно изменил свою позицию. Теперь говорит, что ни у одной из сторон нет явных козырей. И мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы заставить Украину серьезно отнестись к тому, чтобы что-то сделать. Знаете, я говорю, что у них нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт. У них нет. Что вам нужно сделать, так это заключить сделку и прекратить убийство. Это бессмысленная война, и мы добьемся ее прекращения. К тому же накануне Трамп пообещал новые масштабные санкции против РФ и тарифы на российские товары. Говорит, за стол переговоров нужно садиться сейчас, пока не стало слишком поздно. Крупное кораблекрушение в Северном море. У берегов восточного Йоркшира в 16 километрах от побережья Британии произошло столкновение нефтяного танкера под флагом США и португальского грузового судна. Оба корабля загорелись, началась масштабная спасательная операция с участием вертолетов и спасательных шлюпок. По последним данным, по крайней мере то, что известно на момент записи этого видео, пострадали 32 человека. Сырая нефть — это густая, липкая субстанция, и с ее разливами мы научились справляться довольно хорошо. Но утечка авиационного топлива совсем другое дело. Оно испаряется, что с одной стороны лучше для океана, но с другой хуже для атмосферы. К тому же из-за этого повышается риск взрыва, поэтому с таким разливом нужно работать очень осторожно. Сейчас ветер несет топливо к побережью, взрыв там маловероятен, но загрязнение прибрежных территорий неизбежно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Срочное собрание объявляет премьер-министр Великобритании. Кир Стармер предлагает встретиться виртуально 15 марта и приглашает мировых лидеров для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Эта встреча станет продолжением саммита в Лондоне, где была создана коалиция желающих в поддержку Киева. Состоится она сразу после переговоров делегаций Украины и США в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Советник британского премьера по нацбезопасности Джонатан Пауэлл даже прилетал накануне в Киев, чтобы лично проинструктировать президента Украины перед важной встречей, ведь на кону стоит не только боеспособность украинской армии, но и безопасность всего континента. Жду ваших комментариев, ваших предположений о том, как пройдет встреча в Эр-Рияде, о чем договорятся, а может быть не договорятся. Как думаете, пишите в комментарии обязательно. Сколько могут протянуть силы обороны Украины без поддержки США, если Европа не сможет заменить их, не сможет договориться об этом? Этот вопрос мы задали военному аналитику Яну Матвееву. Протянуть-то украинская армия может очень долго. Все-таки, если отойти на подготовленные позиции, может быть, даже, да, если мы говорим о совсем каком-то таком страшном сценарии для Украины, отойти на линию Днепра, украинская армия сможет провоевать несколько месяцев. А дальше уже все будет зависеть от того, сможет ли Европа заместить то, что поставляла Америка, и сможет ли Украина сама тоже это все заместить, не обязательно эквивалентным оружием, может быть, там вместо ракет дроны, например. Если это получится, то тогда, да, дальше можно обороняться более-менее надежно. Если нет, значит придется отступать на подготовленной позиции, действовать по тактике Первой мировой войны, когда будет много линий окопов, где российская пехота просто будет нести огромные потери, наступая, и не добиваться особо серьезных никаких результатов. Но все это нужно готовить уже, если не нужно было давно, считают эксперты. Поэтому за развитием событий будем вместе с вами наблюдать. Не забывайте подписываться на наши каналы. Президент Украины Владимир Зеленский удивил всех, появившись на церемонии вручения Шевченковской премии в неформальном стиле, и извинился за отсутствие костюма. Ще раз дуже дякую всім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі. За этой речью последовали бурные овации. Сама история стала новым трендом в социальных сетях. Напоминает она о встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в овальном кабинете, когда президента Украины упрекнули в том, что он не в костюме приехал в Белый дом. Ученые из Лондона используют искусственный интеллект для обнаружения ранее невидимых аномалий мозга, слишком тонких для стандартных методов обнаружения, которые вызывают эпилепсию. Инструмент, названный MELD Graph, обнаруживает около 2/3 крошечных аномалий, которые радиологи часто пропускают при изучении снимков МРТ пациентов. Я думаю, важно понять, насколько сложно их найти. МРТ-сканирование — это, возможно, 10 миллионов пикселей. Они ищут что-то, что может составлять 100 пикселей в наименьшем случае. И это может быть очень тонко. Так что для контекста, если вы возьмете, например, роман, в 200-страничном романе 100 тысяч слов, а они ищут одно слово, которое немного не того размера или немного не того шрифта. Так что вы можете увидеть, как наличие искусственного интеллекта, указывающего на потенциальные области, может действительно ускорить этот процесс, а также выявить то, что они могли пропустить. Беларусь выпала из списка крупнейших мировых торговцев оружием. Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал свежий доклад, в котором Беларусь не вошла в топ продавцов и покупателей вооружений. Ранее Минск стабильно занимал позиции в этом рейтинге. В период с 18 по 22 годы страна занимала 20-е место среди крупнейших экспортеров оружия с долей 0,3% на мировом рынке. Основными покупателями белорусского оружия тогда были Сербия, Вьетнам и Уганда. Но вот что вызывает тревогу, это то, что Европа оказывается в опасной зависимости от США в вопросах обороны. Прекращение Вашингтоном военной помощи Украине стало сигналом для европейских стран. В
ответ на это Европейский Союз обсуждает масштабные инвестиции в оборону и новые механизмы финансирования для того, чтобы укрепить собственные военные возможности и снизить хоть как-то зависимость от внешних поставщиков. Но США успели наводнить континент своим оружием, поставив под сомнение независимость европейской обороны. Что будет дальше, я думаю, мы с вами скоро узнаем. А как вы думаете? Не забудьте написать в комментариях. Слава Україні! Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.